Всем привет! Сегодня будет, я думаю, немного странный видос, потому что я буду рассказывать про то, как я собираюсь работать с закрытым комьюнити. Но тут прикол в том, что я хочу показать внутрянку именно, вот как можно выстраивать вообще процессы, допустим, касаемо там взаимодействия, анализа каких-то данных и как это создается, ну, что находится под капотом, так сказать. Вот те, кто был сегодня в Телеграме, открывал, видели, что я сделал пост о том, что как бы анонсировал, что закрыл предыдущее закрытое комьюнити, потому что это был просто, по сути, канал, в котором я выкладывал шаблоны от M8N, который делал, с инструкциями, там все такое. Теперь я переделал это в полноценное комьюнити, где у нас чат, разделы, все такое. Сейчас я вот покажу. То есть у нас здесь есть ну, разделено на темы, то есть там для общения, чат общий, там AI-новинки сюда будут публиковаться, информация, которая выходит касаемо там искусственного интеллекта, каких-то технологий, того, что новое появляется, я там настрою, все будет здесь раздел для разработки, здесь раздел с N8N, куда я как раз вот уже выложил, ну, в целом все по предыдущим видео, то, что было, я перенес из закрытого канала сюда. Здесь тема со знакомствами, чтобы общаться с ну, нам взаимодействовать, познакомиться, пообщаться, все такое. Но сейчас суть не об этом. Типа, вот я просто сделал, чтобы это стало по-другому, стало лучше, чем было, и, ну, приобрело новый вид, так сказать. Вот. Что я сделал? Я сделал бота, который отвечает за то, что он, по сути, является входной дверью в закрытое комьюнити. То есть он приветствует пользователя, ну, вас, кто там уже включал, кто смотрел, вот он приветствует приветственным сообщением. Здесь можно посмотреть о тарифах раздел, то есть конкретно там о сообществе раздел перейти, что там есть, вот прочитать про закрытое, там, про партнерскую программу посмотреть, как она устроена, там. Вот в таком ключе там бот работает. Но помимо того, что он выдает вот такие там сообщения, вы просмотрите, он еще собирает данные. Данные в таком виде. Ну, как бы, понимаете, такие вещи как бы не рассказывают обычно, потому что это может как бы отпугивать там пользователей, все такое мешать, но я больше за трушность, за то, чтобы, короче, показать внутрянку, то есть вы те, кто активировали бота, я получаю данные. Это об информации, куда вы нажимали, в каких разделах вы находитесь, то есть что вы просматривали и все такое. С этими данными я могу, соответственно, ну, предлагать вам там дополнительно. То есть, если вы открывали раздел тарифы, но не подписались на платное комьюнити, не зашли, соответственно, я могу вам предложить там скидку или что-то такое. Ну, как это, показать то, как можно взаимодействовать, что-то улучшить где-то, то есть проанализировав данные, я могу видеть информацию и принимать решение, что делать с этой информацией, как ее применять, все такое. Данные эти вот, которые здесь находятся, ну, которые агрегируются, они попадают в базу данных. Я здесь юзернеймы как бы заблюрил, чтобы вы не видели, и попадают вот сюда, вот в базу данных, и здесь вот все хранится. Если там пролистнуть чуть-чуть в сторону, здесь будет видно там по воронке вообще, что происходило, куда там кликали, все такое. Вот здесь это хранится как бы. Ну, создавал я это конкретно сегодня. То есть вот полностью в курсоре собирал, сидел, развернут проект точно так же в Верселе. Как я говорил, что у меня там что приложение WUPA, они в Верселе развернуты, что для SEO я там показывал на Верселе. И, соответственно, этот бот тоже в Верселе как бы находится, используется база данных там Supabase также, и создана с помощью курсора. И вот как бы я отмотал здесь весь диалог в самое начало, чтобы показать чуть-чуть. Сейчас я не полностью по нему пройду, потому что там как бы много за сегодня вышло. А просто так вот начало, как вообще появилось вот это все. Изначально здесь было полностью пусто. То есть я просто создал папку, там SalesBot, ну, запустил курсор, открыл эту папку, чтобы просто было вот пусто, там все такое, полностью готов, нулевой проект, ничего в нем нет. И как бы я ему написал там промпт, типа вот, смотри, мне там нужно сделать для комьюнити, для анбордингу, бла-бла-бла, чтобы приветственное сообщение, ну там поставьте на паузу, почитайте. Я ему это как бы все рассказал,
он начал, ну, изначально я его попросил, чтобы он начал писать документацию. Типа, вот он начал писать мне документацию, там, накидывать, там, по архитектуре, базе данных, ну, user flow, то есть это вот путь юзера, который он проходит, то есть его встречает приветственное сообщение, потом он попадает туда, все такое. У меня здесь нет полноценной, типа, маркетинг воронки, которая, как бы, должна быть. А если юзер нажал это, получить то, если нажал это, получить другое, как бы, как правильно должно быть выстроено. У меня пока что простая. Просто я смотрю хотя бы, куда люди нажимают вообще, ну, что они просматривают, все такое. И как бы получаю какие-то данные. До этого, без вот этого бота, у меня был бот-трибут, который используется для того, чтобы иметь закрытый канал. Он, по сути, выступает посредником, который обрабатывает платежи, по сути, и обрабатывает конкретно подписки. То есть, если подписка отменилась, он юзера удаляет. Если там продлилась, он его оставляет. Ну, вот, это процессинг мерчант, который вот обрабатывает эти все на него сделегировано, что касаемо подписок. Но не имея такого бота, мы не имеем во владении информацию о том, какие юзеры просматривали раздел там подписки, куда они заходили. То есть эти данные имеют только трибут, а у нас данных вообще никаких. И мы, по сути, теряем информацию, с которой можно работать, с которой можно что-то делать, как бы. Вот. И курсор мне начал накидывать вот эту документацию по проекту, там, админский раздел, что по техничке, там, план разработки, бла-бла-бла. Я пробежался бегло по файлам, просмотрел, типа, ну, плюс-минус, да, все правильно набросал, то, что мне нужно. Дальше ему говорю, типа, сделай to-do-лист, касаемо как раз вот этой документации, что нам нужно сделать. Он начал там накидывать to-do-лист, вот так вот, чтобы по шагам нам дальше разрабатывать. Здесь он начал кидать команды, я их вот так вот просто одобрял, когда, ну, смотрел, что он делает. Одобрял, там он зависимости, пакет устанавливал, все такое. Вот, и начал потом создавать файлы, это вот для бэковые, которые работают там с, ну, Supabase базой данных, там с менюшками, индексы, типа это вот SQL для Supabase конкретно, то есть если там перейти вот в раздел, я его вот здесь и применял. Вот он написал файл, вот этот вот Supabase-овский, типа это просто вот команды по тому, как должна быть выстроена база данных, то есть что в ней должно быть. Он набросал это командами, то, как она у нас будет построена. Я это скопировал, вставил вот сюда в эдитор, там нажал Run, и у меня автоматически создались таблицы, функции и все прочее, там, что необходимо было. Вот. Вот это я сделал, он тут это еще выкинул, как бы нажал ОК, бла-бла-бла. Едем дальше, здесь мы уже запустили бота. Я посмотрел, что да, он запущен, все функционирует, он его локально запускает, и мы тестируем. Ну, как бы здесь еще, ну, предварительно, то есть я создал бота через botfuzzer, как бы потом добавил, ну, создал файл env, это где хранятся наши секретные данные, то есть IP-шка бота хранится вот здесь в env, ну и там дополнительно другие данные там для доступа в базу данных, все такое. Они в env хранятся, это вот самый секретный файл, который никому нельзя показывать, все такое, как бы. Вот, я заполнил env, запустил, посмотрел, что он работает, мы дальше поехали, бла-бла-бла. Здесь как бы я показал ему, что да, все, ответ получен, едем дальше. Он начал дальше по to-do листу создавать все эти файлы. Потом я ему, ну, увидел там, что ошибка, и объяснил ему, что, как бы, смотри, я как админ вижу то, что видят там другие юзеры, как бы, ну, ты не сделал. Он пошел исправлять это, начал делать. Потом по тарифам мы с ним там выясняли, там были одно, второе, третье, переделывал я. Сначала думал, там еще годовой добавить, убрали его. Я не знаю, кто вам еще такую внутрянку будет показывать, как это устроено, но я хочу показать, потому что мне, ну, я считаю это важным, потому что кто-то же тоже хочет свои какие-то создавать там комьюнити, как им можно сделать, как можно вот через курсор. Это же вот тоже типа часть проекта, ну, один из проектов, по сути, вот бот, который обрабатывает там входящие какие-то заявки, какие-то данные можно получать, как-то с ними работать. А вот, ну, допустим, кто-то там другой захочет какие-то другие данные получать. Вот, то же самое, курсору объясняем, по шагам, постепенно делаем и тестируем, смотрим. Дальше подробный там, ну, дальше я ему там про раздел с партнеркой что-то сказал, он там поменял тоже, я посмотрел, как это работает, бла-бла-бла, вот как бы, ну вот я скроллю, сейчас увидите, когда там это в целом закончится. Все. Как бы вот сколько, по сути, там, ну, запросов, что не так много, это заняло, чтобы сделать вот эту штуку работающую. То есть все функционирует, у меня есть там админка, я вижу, как сколько юзеров кликнуло, там, куда, чего. И вот такая вот информация.
можно там дальше допиливать, улучшать, понятно, что строить какую-то полноценную воронку маркетинговую, типа, и все это вот в рамках здесь можно, типа, делать на основании данных имеющихся, можно эти данные скормить этому же курсору, так сказать, вот смотри, какие данные, что ты мне можешь предложить касаемо улучшения, там, маркетинга, предложи мне идеи, там, воронок, он посмотрит, проанализирует данные, потому что он может большой объем данных просмотреть и, как бы, предложить какие-то идеи. Он накидывает там 5 разных вариантов, смотрим, отбираем, что подходит максимально, вот. И как бы таким вот планом собираются там, по сути, боты в Telegram. Это вот я показал, как в рамках, ну вот, моего продукта, там, который я делаю, чтобы вот закрытый чат построить, где будут сильные люди, различных профессий, мы будем с друг другом общаться, помогать там решать какие-то вопросы, типа коммуницировать и все такое, как бы какое-то прикольное комьюнити уже состоявшихся там людей. Возможно, кто-то новенький, кто там тоже хочет что-то получить данные, информацию и научиться чему-то новому. Вот, и но другие люди там захотят построить своего бота там для чего-то. Ну вот, как бы это просто пример, что я вот по сути, ну, не так много, вот если заметить, вообще, ну, абсолютно не так много. И полноценная штуковина работающая. Вот, никакого труда не заставляет это сделать. Просто сесть, потыкать, вот я в начале базу показал, ты просто сидишь, переписываешься, как с тем же чат GPT, просто чуть-чуть больше там понимаешь. Но тут суть такая, что как бы больше понимать начнешь только тогда, когда начнешь делать. Можно бесконечное количество видосов там смотреть, разбираться, изучать, но это все херня. Нужно садиться, пробовать, делать, смотреть, что получается. И параллельно с этим учиться. То есть смотреть видосы, все такое. Но без практики, как бы, это все херня полная. Вот. Какой-то вот такой видос получился. Ну, двоякое, наверное, будет мнение касаемо того, что я говорю, рассказываю, вот это вот показываю. Но, блин, типа, это правильно, типа, зачем что-то вот такое утаивать, не рассказывать, почему, что как бы люди не дебилы, держать за дебилов как бы не надо, все прекрасно, я думаю, все понимают, и я просто показываю внутрянку, как это работает и устроено. Вот, так что всем спасибо, на сегодня все, всем пока.